Привет! Это снова я, Евгений Ошкин, ритейл-тренер компании Microsoft. В этом видео расскажу вам о новом, но абсолютно всем знакомом продукте – Microsoft 365. Почему знакомым? Да потому что раньше он назывался Office 365. Новое имя, новые возможности и прежняя цена – вот так кратко и емко можно охарактеризовать это обновление. Новое имя – это логичный шаг в развитии данного продукта, ведь Office 365 уже стал давно чем-то большим, чем просто набор приложений для работы с документами. Это и огромное облачное хранилище, и возможность запускать офисные приложения на нескольких устройствах одновременно. Совместная работа над документами. Этот список можно продолжать очень и очень долго. И вот, с 21 апреля пользователю стал доступен Microsoft 365. Как и раньше, есть несколько вариантов подписки, но мы рассмотрим только два из них. Это Microsoft 365 персональный и Microsoft 365 для семьи. И теперь по порядку. Microsoft 365 персональный. Это годовая подписка для нового пользователя. Ее можно одновременно активировать на 5 различных устройствах. Это может быть ПК под управлением Windows или macOS, планшет или смартфон на Android и iOS. Можно подключить любое ваше устройство на этих операционных системах, но их общее количество не должно превышать 5 девайсов. Также пользователи получают по 1 терабайту в облачном хранилище OneDrive. Более подробно о нем я вам расскажу в этом видео чуть позже. По 60 минут звонков в Skype ежемесячно на стационарные номера как по России, так и более чем в 50 стран мира. Также можно звонить на мобильные номера в некоторые страны, но звонки на мобильные номера в России не поддерживаются. Более подробный список стран можно уточнить на сайте microsoft365.com. В состав подписки входят премиальные версии классических приложений Office, такие как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher и Access. Последние два приложения доступны только на устройствах под управлением Windows 10. Microsoft 365 для семьи – это тоже годовая подписка уже для 6 пользователей в рамках одной семьи. Каждый пользователь также может активировать подписку на 5 любых устройствах под управлением Windows, macOS, Android и iOS. Также каждому пользователю доступно по 1 терабайту в облачном хранилище OneDrive. По 60 звонков в Skype ежемесячно, премиальные версии классических приложений Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher и Access. Важно, данная версия подписок не предназначена для коммерческого использования. Еще раз хочу повторить, Microsoft 365 доступен на любых удобных для работы устройствах под управлением Windows, macOS, Android и iOS. Дополнительно хочу рассказать про приложение OneNote для Windows 10. При активации подписки становится доступна функция математика. Можно записать математическое выражение от руки при помощи цифрового пера или набрать его на клавиатуре. Приложение не просто решит его, а еще покажет по шагам ход решения. А теперь о функциональных возможностях приложений и сервисов, которые доступны в рамках подписок Microsoft 365. И начнем мы с премиум-контента. Огромное количество стоковых изображений. Теперь не будет проблем с поиском качественных фотографий для визуального оформления документов. Циклические видео, они позволят добавить в ваши презентации больше динамики. Новые значки и премиум шаблоны. Все это сделает работу с документами простой и продуктивной. OneDrive – это удобный сервис для хранения данных. Простыми словами, это наша виртуальная флешка. В рамках подписки каждому пользователю предоставляется по 1 терабайту в облачном хранилище. Получить доступ можно абсолютно с любого устройства. Это можно сделать при помощи приложения OneDrive, либо через веб-интерфейс на сайте onedrive.com. Персональное хранилище – это сейф в сейфе. Это отдельная область, дополнительно защищенная двухфакторной аутентификацией. Также вы можете делать бэкап файлов из папок «Мои документы», «Рабочий стол» и «Изображения». Теперь переходить с одного компьютера под управлением Windows на другой стало гораздо проще. Также вам доступны ссылки с ограниченным сроком действия, защищенные паролем. Воспользуйтесь функцией файла по запросу. Все файлы доступны через интернет, но их также можете сохранить на компьютере по мере необходимости. И все это для экономии места на жестком диске. Также легко и просто можно восстановить файлы после атак вирусов-шифровальщиков. Одна из наиболее полезных фишек Microsoft 365 – это корректор. Он не только проверит орфографические ошибки, но и стиль написания текста в документах Word. Кстати, он также доступен в браузерах Edge и Chrome в виде отдельных расширений. Помимо этого стало доступно новое мобильное приложение – Office. Мы объединили Word, Excel и PowerPoint. Меньше места, но гораздо больше функционала. Оно обеспечит быстрый доступ к последним и рекомендуемым документам, как в облаке, так и непосредственно в своем устройстве. С помощью него можно легко распознавать сфотографированный текст и перевести его в документ Word. Кстати, таким же способом можно легко распознавать фототаблицы в Excel. Открыть PDF-документ и внести в него рукописные правки. Новые возможности наших приложений появляются ежемесячно. Следить за новыми фишками можно на сайте microsoft365.com.
Я всегда открыт для общения. Если у вас есть вопросы, можете задавать мне их в комментариях, либо в социальных сетях. Спасибо вам большое за внимание. Пока!